Глава 406. Небесный всепоглощающий огонь. Уверенность в глазах мужчины среднего возраста слегка потускнела. Он не верил в то, что может сейчас произойти. Может быть, вы культивировали какое-то дьявольское искусство. В его голосе звучал ужас. А ты быстро соображаешь. Если ты послушно сдашься, я пощажу тебя. В противном случае. Ну, ты уже знаешь, не так ли? Сказав это, старик взмахнул рукой, и у него на ладони тут же появилось черное, как смоль, пламя. Небесный всепоглощающий огонь. Вы, наконец, смогли его культивировать. Лицо мужчины среднего возраста побледнело, а голос охрип от ужаса. Великий мастер Цзень Инь ухмыльнулся и внезапно повернулся к секте изысканного звука, с гордостью сказав: «У меня сегодня хорошее настроение. Так что я даю вам возможность выжить. Вам только нужно поклясться в верности острову Цзень Инь, и вы будете жить. Тем не менее, вы все должны послушно подчиняться моим командам, иначе я рассею ваши души. Я хочу, чтобы вы все запечатали треть своей первородной души в этих медальонах с ограничением души, прежде чем уйти». Сказав это, он достал много угольно-черных деревянных медальонов и холодно взглянул на группу. Услышав это, другие культиваторы тревожно переглянулись между собой. Они все стояли на своих местах, никто не брал на себя инициативу взять медальон или отказать старику. Они просто смотрели на него в гробовое молчание. Кроме Хань Ли и Кривой Души, в секте изысканного звука было 3 культиватора стадии формирования ядра: эксцентричный Скарлет Флем, который был приглашен фиолетовой духовной феей, культиватор Мэн, и человеком с орлиным носом, которые были приглашен Чжо Жутин. Что касается других, в том числе фиолетовой духовной феи и Леди Фан, все они были культиваторами на поздней стадии заложения фундамента. Что касается эксцентричного Скарлет Флейма, который по-прежнему остался внутри в своего черного облака, он только что убил 3 культиваторов тайной свирепой секты, поэтому он молчал. Выражение лица Цзень Иня стало мрачным, и он устрашающе сказал: «Кажется, вы все хотите, чтобы ваше тело и душа были рассеяны. Отлично. Я выполню ваше желание». Как только старик это сказал, культиватор с орлиным носом, который стоял позади Чжо Жутин, внезапно превратился в полоску желтого света и улетел. Под яростным взглядом Чжо Жутин в мгновение ока преодолел расстояние в 100 метров и холодно фыркнул: «Ха! Я не желаю ни сражать с великим мастером, ни подчиниться ему. Я просто уйду отсюда». После этого желтая полоса света пролетела еще на 100 метров на невероятной скорости. Когда великий мастер Цзень Инь увидел это, его глаза засверкали зловещим светом. Он слегка взмахнул рукой, на которой было черное пламя, и выпустил черный огненный шар в полоску желтого света. В мгновение ока черный огненный шар превратился в полоску черного света и вскоре исчез из виду. Остальные были сбиты с толку, но когда Хань Ли увидел это, его выражение напряглось. Мгновение спустя из желтой полосы раздался вопль, а затем она превратилась в шар черного демонического пламени. Пламя вскоре исчезло, не оставив и следа от культиватора или его магического сокровища. Хань Ли глубоко вдохнул. Это черное пламя было слишком быстрым, чтобы можно было от него сбежать. Он размышлял, сможет ли он избежать атаки, учитывая, что у него была дистанция и сосредоточенный ум. Но даже на расстоянии километра у него не было бы способа уклониться от пламени. Кроме того, интенсивность этого черного пламени была просто невероятной и полностью превосходила лазурный дьявольский огонь Инь, который он ранее видел. Ни одно магическое сокровище не смогло бы его заблокировать. От осознания того, что жизнь его была в руках этого эксперта, у Хань Ли пересохло во рту, а сердце было на невероятной скорости. Большую часть его самоконтроля он потратил на то, чтобы подавить свое желание сбежать. Если будет действовать необдуманно, его ждет еще более быстрый, печальный конец. Однако передать врагу 3-ю часть его первородной души — это была цена, которую Хань Ли не мог заплатить. Это было все равно, что отдать ему свою жизнь. Если бы медальон по ограничению души был раздавлен, пострадавший культиватор в лучшем случае стал бы идиотом с мозгами младенца на всю оставшуюся жизнь. В худшем случае он бы сошел с ума или погиб. Кроме того, эти порочные методы ограничения души могли использовать только культиваторы на стадии зарождения души. Хань Ли решительно подавил свою панику и посмотрел на других, чтобы выяснить, есть ли у них хороший план. Когда близлежащий культиватор стадии формирования ядра по имени Мэн почувствовал, как Хань Ли посмотрел на него, он только горько улыбнулся и покачал головой, прежде чем мрачно направил свой взгляд на великого мастера Цзень Иня. У впереди стоявшей фиолетовой духовной феи выражение лица оставалось хладнокровным. Однако позади нее появилось 10 белых нефритовых струн, которые переплетались и скручивались между собой, что ошарашило Хань Ли. Что касается других культиваторов секты изысканного звука, их лица были смертельно бледными, когда они осознали всю мощь этого черного пламени.
Хотя их выражения были спокойными, в их глазах был ужас. Хань Ли облизнул губы и пристально посмотрел на культиваторов тайной свирепой секты. Оправившись от страха перед мощью черного пламени, мужчина средних лет слегка прищурился. Когда Хань Ли посмотрел на него, мужчина средних лет сказал вполголоса: «Не провоцируйте этого старого дьявола. Поскольку сейчас он занял чужое тело, он может использовать эту технику только определенное время. Иначе используемое им тело сгорит и погибнет. Прямо сейчас мы сможем избавиться от старого дьявола, если будем действовать сообща». Сказав это, мужчина средних лет направил свой взгляд на черное облако эксцентричного Скарлетт Флейма. Он считал, что сможет сразиться с великим мастером Цзень Инем, если он объединит свои силы с экспертом на поздней стадии формирования ядра. Однако из черного облака так и не поступал ответ. Это заставило понервничать всех, включая Хань Ли. Фиолетовая духовная фея холодно взглянула на черное облако. В этот момент великий мастер Цзень Инь холодно рассмеялся и скрестил руки. Разделив их, в его руках тут же появились еще 2 черных огненных шара. Лица всех внезапно изменились, когда они увидели черные огненные шары. В этот момент черное облако зашевелилось, и оттуда послышался слабый, хриплый голос эксцентричного Скарлетт Флема: «Великий мастер Цзень Инь, вы хотите, чтобы я сдался вам?» «Конечно. Поскольку я лично прибыл сюда с помощью своей техники, все присутствующие должны либо признать меня своим мастером, либо умереть». «Исключений не будет», — равнодушно ответил великий мастер Цзень Инь, глядя на черное облако. «Хорошо. Хорошо. Даже с таким пустяком телом вы действительно можете захватить лорда этого острова. Кажется, мне придется лично испытать силу вашего дьявольского пламени на себе». Эксцентричный Скарлетт Флейм впал в ярость от унижения этим стариком. Черное облако разразилось громом и молниями. Увидев, что эксцентрик был на их стороне, секта изысканного звука и тайная свирепая секта вздохнули с облегчением. У них все еще был шанс на победу. В конце концов, эксцентричный Скарлетт Флейм, владеющий дьявольским искусством водяного подсолнуха, был чрезвычайно известен в области моря рассеянных звезд. Возможно, это был способ противостоять дьявольскому пламени. Фиолетовая духовная фея внезапно спросила: «Старший Цзень Инь, разве вы не боитесь, что дворец звезд придет и покарает вас из-за чрезмерного использования техники ограничения душ?» Насколько мне известно, 2 мудреца звездного неба строго запрещают экспертам стадии зарождающейся души использовать их. Несмотря на то, что великий мастер Цзень Инь был старым дьяволом во плоти, он слегка изменился, услышав упоминание о звездном дворце и мудрецах звездного неба. Однако он сразу тут же пришел в себя и холодно усмехнулся: «Кажется, ты плохо осведомлена. Этот запрет теперь в прошлом. Ты действительно веришь, что мудрецы звездного неба покинут из-за этого город звездного неба? Без них действий у Дворца звезд нет возможности поддерживать ограничительные заклинания». Эти слова ошеломили Хань Ли и других, как гром среди ясного неба. Только культиваторы из тайной свирепой секты не были удивлены. Казалось, они уже знали об этом. Сердце фиолетовой духовной феи ушло в пятки, но вскоре после этого она решительно закричала холодным голосом мужчине средних лет: «Отвлеки старого дьявола вместе с эксцентричным Скарлетт Флейлом, а остальные позаботятся о предателях. Затем мы вместе сразимся с этим дьяволом». Мужчина средних лет был немного удивлен, но сразу же все понял и махнул рукой своим подчиненным, приказав: «Следуйте ее инструкциями. Если мы не победим старого дьявола, никто из нас не выживет». Затем он взглянул на великого мастера Цзень Иня, и в ту же секунду черное облако эксцентрика появилось над ним размытым пятном. Культиваторы стадии формирования ядра тайной свирепой секты переглянулись между собой и направились к стороне секты изысканного звука, холодно взглянув на предателей. Без страха столкнуться с ужасающим дьявольским пламенем Цзень Иня, культиваторы секты изысканного звука изменились в лицах, мгновенно вытащили свои магические инструменты и сокровища, готовясь к бою. Однако Хань Ли, стоявший в глубине толпы, нахмурился. По какой-то неизвестной причине нынешние обстоятельства вызвали у него плохое предчувствие, как будто должно было произойти какое-то бедствие. Он чувствовал себя неловко. Неужели великий мастер Цзень Инь в самом деле может уничтожить их всех? Опираясь на свою технику великого захвата, он облизнул свои сухие губы и задумался. Затем он спокойно отдал крика в душе несколько приказов и вынул свой сверкающий зеленый кинжал. Глава 407. Предательство. Вперед! Прошептал мужчина средних лет. Сказав это, он взмахнул руками, призрачная голова обнажила свои клыки и с яростными криками метнулась в великого мастера Цзень Иня. В тот же момент Хань Ли и другие выпустили свои магические инструменты и сокровища в предателей секты изящного звука.
Естественно, те, кто стоял рядом с великим мастером Цзень-Инем, не собирались просто так погибать и направили на них ответный шквал атак. В следующий момент множество магических инструментов и сокровищ столкнулись между собой. Цзень-Инь равнодушно взглянул на происходящее, а затем повернулся к призрачной голове, летящей на него, и холодно улыбнулся. Он выстрелил в голову двумя шарами черного пламени из своих рук. После того, как огненные шары вылетели из рук, они трансформировались в черных змей размером с большой палец. Через секунду они уже метнулись в пасть призрачной головы, словно выпущенные стрелы. Лицо мужчины среднего возраста внезапно побледнело, и он внутренне тревожно вскрикнул. Призрачная голова внезапно остановилась, стала набухать, а затем взорвалась, разбрасывая в разные стороны бесчисленные нитки черного пламени. Увидев это, цвет лица мужчины средних лет изменился, однако он глубоко вздохнул и сделал серьезное выражение лица. Он ударил себя по затылку, и у него со лба выскочила бусина размером с большой палец. Бусина состояла из прозрачного кристалла, который испускал холодную белую ауру. После того, как шарик появился, мужчина средних лет тайно передал свой голос эксцентричному Скарлетфлейму с торжественным выражением: «Брат Скарлетфлейм, небесный всепоглощающий огонь можно сдержать только экстремальным магическим сокровищем Инь. Я собираюсь использовать темную холодную бусину, чтобы привлечь его внимание, а вы воспользуйтесь этой возможностью, чтобы заманить старого дьявола в ловушку с помощью своего дьявольского искусства, водяного подсолнуха. Таким образом, у нас будет больше шансов на победу». Из черного облака в ответ донеслось приглушенное ворчание, а мужчина среднего возраста воспарял духом. Без колебаний он открыл рот и распылил кровавый туман на бусину, которая стала вращаться и поглощать кровь. Белая аура бусины сначала сократилась, а потом расширилась снова, превратившись в огромную серебряную сферу шириной в 3 метра, которая сверкала ослепительным светом. «Старый дьявол, я покажу тебе свирепость моей темной холодной бусины, которую я создал из глубоководного морского кристалла». Мужчина средних лет злобно взглянул на великого мастера Цзень-Иня и оскалил зубы. Вскоре после этого он направил руку на темную холодную бусину и крикнул. Быстрее сфера серебряного света несколько раз качнулась и загудела, а затем превратилась в белого питона с толщиной чашу для риса. В следующую секунду питон яростно набросился на великого мастера Цзень-Иня. Ох! На лице великого мастера Цзень-Иня показалось небольшое удивление. Но вскоре после этого презрительная улыбка снова появилась на его лице. С легким трепетом из-за его спины вылетело 8 толстых пучков черной ци. Пучки черной ци беспрерывно извивались и увеличивались. Затем они зависли в воздухе и трансформировались в демонических волков, метнувшись на белого питона с обнаженными клыками и когтями. Мужчина средних лет наблюдал за этим с поднятыми бровями, а затем громко закричал, размахивая руками. Из его рук вылетели тут же полосы разноцветных печатей и приземлились на теле белого питона. Глаза питона внезапно вспыхнули зеленым светом. Он резко изогнулся и выплюнул толстый поток ледяного тумана, в результате чего черные волки тут же растворились. Затем туман направился к великому мастеру Цзень-Иню. Великий мастер Цзень-Инь наконец по-настоящему удивился. Однако он просто взмахнул рукой и создал перед собой стену черного света, блокируя белый туман. Увидев, что холодный белый туман полностью занял внимание великого мастера Цзень-Иня, мужчина средних лет поспешно послал передачу голоса эксцентричному Скарлетфлейму: «Брат Скарлетфлейм, пора, хорошо». Эксцентричный Скарлетфлейм ответил без колебаний. Спустя мгновение черное облако стало быстро набухать и вращаться, а затем раздались оглушительные громовые удары, за которыми последовали молнии. Эксцентричный Скарлетфлейм, вы, мужчина средних лет, вскрикнул от ужаса, окутавшись в сотню неизбежных черных облаков. В этот момент эксцентричный Скарлетфлейм кашлянул. Внезапно огромная черная рука вырвалась из холодного белого тумана и схватила белого питона, в результате чего он принял свою изначальную форму. Однако белая сфера продолжала яростно мерцать, словно пытаясь вырваться из схватившей его руки. В то же время посреди раскатов грома раздался яростный рев мужчины среднего возраста: «Старый дьявол, Скарлетфлейм! Вы, ублюдки, все это время работали вместе». Его голос был наполнен горьким негодованием и разочарованием. «ГМ. Ты просто слишком глуп. Поиграй пока со Скарлетфлеймом. А я позабочусь об остальных, потом мы вернемся к нашему разговору». Внезапно большая черная рука исчезла и показала лицо великого мастера Цзень-Иня. Пристально уставившись на черное облако, он бросил взгляд на черную холодную бусину, открыл рот и выплюнул тусклый туман черной ци. Бусина сразу же потеряла свой блеск и потемнела. Великий мастер Цзень-Инь был доволен, повернул руку, и бусина исчезла без следа.
Несмотря на длинное описание произошедшего, внезапное предательство эксцентричного Скарлетт Флейма и уничтожение Цзень и нем черной холодной бусины произошло в мгновение ока. Однако эти события ничуть не удивили остальных культиваторов, поскольку они совершенно были не на грани победы. Фиолетовая духовная фея не поверила своим глазам, большинство культиваторов сразу все поняли. Переглянувшись между собой, они тут же убрали свои магические инструменты и бросились в рассыпную. Они были не идиотами. В нынешних условиях они, несомненно, погибли бы, не оставив после себя и следа. Они рассеялись во всех направлениях и вверили свою жизнь воле случая. Самые быстрые из них, очевидно, были культиваторами стадии формирования ядра. Самое удивительное было в том, что фиолетовая духовная фея, Леди Фан и Чжо Жутин использовали неизвестную секретную технику. Они вместе использовали какой-то магический инструмент и превратились в полоску трехцветного света, которая летела со скоростью, не уступавшей культиваторам стадии формирования ядра. Что касается самых быстрых среди них, то, разумеется, это были те двое, что ускользнули с самого начала, Хань Ли и Кривая Душа. Как только эксцентричный Скарлетт Флейм предал мужчину средних лет, Хань Ли и Кривая Душа свернули свои магические сокровища и безмолвно превратились в полосы зеленого и желтого света, покидая это место на невероятной скорости. Когда другие культиваторы только собирались бежать, Хань Ли вместе с Кривой Душой уже бежал на сотни метров отсюда. Обернувшись, Хань Ли был рад увиденному и одновременно поражен этому. Не все культиваторы тайной свирепой секты были уничтожены. 4, которые появились перед мужчиной средних лет, взялись за руки и атаковали эксцентричного Скарлетт Флейма и великого мастера Цзень Иня. Они атаковали, не жалея своих жизней, чтобы нанести как можно больший урон двум этим дьяволам. Хорошо. Хорошо. Я не думал, что эти люди на самом деле являются двойниками демонического ядра. Я обязательно уничтожу их. Эта атака, похоже, сильно разозлила великого Цзень Иня, и он внезапно рассмеялся от ярости. В же секунду один из 4 культиваторов стадии формирования ядра выпустил жалкий вопль и сгорел в черном пламени, превратившись в пепел. Хань Ли почувствовал, как его сердце задрожало, и он не осмелился дольше смотреть за происходящим, а вместо этого сосредоточился на ускорении своего зеленого сверкающего кинжаля. Однако он все же невольно взглянул на Кривую Душу. Услышав слова «демоническое ядро» и «двойник», он, наконец, все понял. Сначала он считал, что Вучоу обладал великой техникой глубокой инь, которая имела отношение к глубокому писанию инь, которая находилась внутри нефритовой пластинки императора Юэ. Теперь его подозрения окончательно подтвердились. Что касается того, почему они были как в небесном южном регионе, так и в области моря рассеянных звезд, а считал, что их транспортировали великой древней транспортной формацией. Скорее всего, это была та, с помощью которой он сам сюда телепортировался. Теперь, когда он подумал об этом, скелет рядом с древней транспортной формацией все объяснял. Что касается его предыдущего плохого предчувствия, предательство эксцентричного Скарлетт Флейма во время битвы превзошло все его ожидания. Его первый бой после достижения стадии формирования ядра закончился так же, как и другие тяжелые ситуации, в которые он попал, когда он был на стадии заложения фундамента. У него не было другого выбора, кроме как спасаться бегством. Чувствуя в его сердце большую горечь, Хань Ли стал еще более мрачным. Однако он обнаружил, что эта ситуация очень похожа на то, когда он участвовал в охоте на человекоподобного карпа. Бывшие союзники, в конце концов, оказались предателями и убили всех остальных. Имея это в виду, он невольно вспомнил медальон, выгравированный в форме зловещей призрачной головы. Он чувствовал, что все, казалось, имеет отношение к этому. Размышления Хань Ли внезапно прервались 2 жалкими криками позади него, заставляя его сердце вздрогнуть. На данный момент он мог только надеяться, что невероятное высокомерие великого мастера Цзень Иня каким-то образом позволит ему убежать, поскольку он заранее не планировал никаких методов отступления на случай непредвиденных обстоятельств. Глава 408. Демонический труп. Задумавшись, Хань Ли остановился в небе вместе с Кривой Душой. Пустое пространство перед ним внезапно исказилось. Внезапно перед Хань Ли появился человекоподобный демон и улыбнулся ему, показывая свои гнилые зубы. «Что?» Хань Ли невольно закричал при виде него. Его тело было темно-зеленого цвета и покрыто блестящими черными доспехами. Хотя он был не вооружен, у него были чрезвычайно острые ногти длиной в дюйм. Усовершенствованный труп. Гнилой запах шел от демона, который появился перед Хань Ли, в результате чего он сразу узнал в нем труп. Судя по внешнему виду, это не мог быть простым низкоранговым трупом с доспехами.
Скорее всего, это был труп, который создал великий мастер Цзень-инь, используя какой-то необычный метод. Придя к этому выводу, Хань Ли взмахнул рукой, и его зеленый сверкающий кинжал тут же превратился в 10-метрового водяного дракона и яростно метнулся вперед. В это же самое время кривая душа молча поднял палец и выстрелил тонким лучом кровавого света, который исчез в мгновение ока и превратился в кровавую духовную дрель, которую усовершенствовал кривая душа. Внутренности трупа забрызгали во все стороны, когда кровавая духовная дрель пронзила нижнюю часть груди изысканного трупа и оставила небольшое отверстие. Труп удивленно взглянул на него. Хань Ли обрадовался и отдал приказ зеленому водяному дракону. Водяной дракон засверкал зеленым блеском, отбросив изысканный труп на несколько десятков метров. Труп издал низкий рев и тут же встал, взглянув на Хань Ли со зловещим блеском в глазах. Нехорошо. Этот труп совсем не пострадал от атак моих магических сокровищ. Хань Ли поспешно вернул кинжал в обычную форму. Сердце у него ушло в пятки. Атака Хань Ли никак не повлияла на труп, а та рана, что он получил от кровавой духовной дрели, исцелялась прямо на глазах. Выражение лица Хань Ли стало мрачным. Он соединился с кривой душой, вылетев одной полоской света, желая проскользнуть мимо трупа. Хань Ли не боялся, что этот труп может причинить ему какой-то вред, но время, которое он потратит на бой с ним, позволит великому мастеру Цзень и не удогнать его. Хань Ли снова оглянулся и увидел, что остальные культиваторы также были заблокированы трупами. Когда сердце Хань Ли вздрогнуло, он и кривая душа использовали всю свою силу, чтобы как можно дальше улететь от трупа. Затем глаза трупа вспыхнули зеленым светом, и его тело внезапно растворилось в воздухе. При виде этого Хань Ли рефлекторно увернулся в сторону, уклоняясь от возможной атаки. Атака просвистела мимо него и рассеялась метрах в 40 впереди. Хань Ли глубоко вздохнул и развернул свой меч. Как и ожидалось, изысканный труп висел в воздухе недалеко от него двумя острыми когтями, от которых исходил черный свет на несколько дюймов. Какая скорость! Труп переместился на 100 метров от своего первоначального места в одно мгновение. Он был почти так же быстр, как и скорость Хань Ли, когда он использовал шаги скользящей дымки на земле. Но демонический труп фактически использовал это в воздухе. Это было слишком невероятно. Цвет лица Хань Ли изменился. Кто знал, что больше не сможет убежать от этого трупа? Неужели именно поэтому великий мастер Цзень-инь так спокойно проигнорировал их, когда они убежали? Зная это, выражение лица Хань Ли стало суровым, и он похлопал его по сумке для хранения. В одно мгновение сотня лазурных огней вместе с двумя красными огнями вылетели, плотно окружив его. После того, как огни исчезли, вокруг Хань Ли появилось 2 кровавых паука и более 100 гигантских, 6-метровых лазурных обезьян. Появившись, огромные обезьяны подняли руки и выпустили по 10 лучей лазурного света из каждого пальца. Всё небо окрасилось разноцветными лучами света. Труп не был готов к такой масштабной атаке. В его глаза был гнев, когда он выплюнул шар черной ци, пытаясь заблокировать поток лазурных лучей света. Затем он скрестил руки перед собой, чтобы заблокировать атаку, и внимательно следил за черной ци. Черной ци удалось рассеять большую часть атаки лазурного света, но те, что достигли его тела, просто рассеивались голубым дымом. Демонический труп слегка оскалил зубы и свирепо направился к огромным обезьянам. В мгновение ближайшие к трупу куклы были разорваны на части его когтями черного цвета. Хань Ли нахмурился при виде этого, и кривая душа сразу же выплюнул поток крови и превратил его в кроваво-красную саблю. В следующую секунду он яростно метнулся к трупу. Клац! Кровавая сабля атаковала голову демонического трупа. Однако раздался только звук клацания металла, а голова осталась целой, за исключением небольшой царапины. Эта царапина, казалось, разозлила труп еще больше. Он схватил кровавую саблю одной рукой и качнулся вниз, как будто хотел уничтожить саблю, чтобы выразить свою ярость. Хань Ли радостно наблюдал за этой сценой, кривая душа сделал руками жест заклинания, в результате чего кровавая сабля превратилась в фиолетовое пламя. В одно мгновение изысканный труп закричал в панике, охваченный диким пламенем. Однако демонический труп быстро понял, что, хотя фиолетовое пламя было трудно погасить, оно не причинило ему никаких травм, поэтому его можно было просто проигнорировать. Затем он попытался найти виновника пламени. Но не успел он поднять голову, как на него накинули 2 паучьи сетки. Это была паутина кровавых пауков. Демонический труп запаниковал и поспешно попытался вырваться на свободу, применяя для этого всю свою силу, однако в то же самое время фиолетовое пламя превратилось в фиолетового змея, который крепко опутал все его тело. Из-за паутины и пламенного змея, которые опутали его тело, он не мог двигаться.
В этот момент Хань Ли и Кривая Душа, без малейших колебаний, превратились в полоску света, оставляя пауков и марионеток, и улетели, даже ни разу не оглянувшись на них. Позади него снова раздались жалкие вопли. Если бы он сейчас не воспользовался возможностью, чтобы убежать, он обязательно превратился бы в раба старого дьявола. Объединив свои силы с Кривой Души, Хань Ли удалось в мгновение ока преодолеть 50 километров. Оглядываясь по сторонам, они натолкнулись на небольшой безымянный остров. Мгновенно они спустились на остров и зарылись на глубину более 40 метров. Затем они использовали муслиновый плащ, чтобы скрыть свою ауру, а также безымянное заклинание, чтобы скрыть их ци. Даже проделав все эти трюки, Хань Ли не был уверен, что сможет скрыться от духовного чутья этого старого дьявола. В конце концов, он был культиватор на стадии зарождения души и наверняка обладал гораздо мощным духовным чутьем, чем у культиватора стадии формирования ядра. К сожалению, Хань Ли не знал, что на расстоянии более 50 километров великий мастер Цзень Инь стоял в своем первоначальном положении и лениво глядел на всех, похоже, отказавшись от погони за беглецами. Кроме того, рядом с ним стоял большой мужчина в красной одежде с фиолетовым лицом, а также более дюжины темно-зеленых изысканных трупов. Перед великим мастером Цзень Инем и мужчиной с фиолетовым лицом без сознания лежал мужчина средних лет. В него были воткнуты странные иглы, испускающие синий свет. Старейшины Чжао и другие стояли позади них, дрожа от страха и не смея дышать слишком громко. Казалось, у этих культиваторов стадии формирования ядра не осталось и следа гордости. Я действительно не ожидал, что фиолетовая духовная фея сможет убежать. Я ведь планировал отдать ей господину Скарлетфлейму. Кажется, теперь эта возможность упущена. Спокойно проговорил великий мастер Цзень Инь. Старший, пожалуйста, не расстраивайтесь. Хотя эта девушка и входит в десятку первейших красавиц, но ваш внук, кажется, тоже заинтересовался ей. Не лучше ли мы оставим это на нее? Крупный человек с фиолетовым лицом усмехнулся. Очень благодарен вам, Скарлетфлейм. Когда мы вернемся, я отправлю к вам на остров Черепах 20 лучших женщин-культиваторов в качестве компенсации. Кроме того, вам учитель может вами гордиться. Передайте, пожалуйста, ему мое почтение. Говоря это, на лице великого мастера Цзень Иня появился след от улыбки. Старший, я тоже давно не видел своего мастера. Если увижу, обязательно напомню ему о вас, очень вежливо проговорил эксцентричный Скарлетфлейм. Затем он закатил глаза и обеспокоенно проговорил. Однако теперь фиолетовая духовная фея сбежала, а она может связаться с Звездным дворцом. Не возникнут ли из-за этого какие-нибудь проблемы, Дворец звезд? Хе-хе. Никаких проблем, великий мастер Цзень Инь небрежно усмехнулся. Насколько я знаю, старейшины Дворца Звездного Неба находятся в уединении. В настоящее время они определенно не станут заниматься никакими незначительными, тривиальными вопросами. Два этих старых ублюдка из Дворца Звезд культивируют какую-то технику, называемую сущностью божественного света. В результате эти двое могут покидать город Звездного Неба раз в год на полмесяца в одну и ту же дату, в противном случае уровень их культивации значительно снизится. Похоже, что во время следующего путешествия в зал Небесной Пустоты у нас будет гораздо меньше врагов, о которых нужно беспокоиться, уверенно проговорил великий мастер Цзень Инь. Уголки губ Скарлетфлейма дрогнули. Однако мой мастер упоминал об этом раньше. Пока мудрецы города Звездного Неба остаются в городе Звездного Неба и поддерживая Небесную гору, они являются почти божественными существами. Кроме того, если им удастся культивировать до великой ступени божественной сущности, то они больше не будут ограничены городом Звездного Неба и будут царствовать во всей области моря рассеянных звезд. С глубоким беспокойством произнес Скарлетфлейм. Глава 409. Настоящая внешность, так они на пороге успеха. Хе-хе, да это только мечты двух стариков. Они даже не потрудились разузнать, почему никто не по-настоящему культивировал сущность божественного света, несмотря на то, что она была так широко распространена во всей области моря рассеянных звезд множество тысяч лет. Разумеется, большая удача, если Небесная гора на самом деле поднялась со дна океана и вернулась в город Звездного Неба. Но возвращаясь к главному, сущность божественного света — это то, что можно культивировать только на основе внешних объектов. Я считаю, что создатель этой техники придумал ее в качестве шутки. Разве какое-нибудь искусство культивирования может контролировать все 5 элементов? Кроме того, их культивирование этой техники совершенно бессмысленно. Даже если им не удастся культивировать эту технику, их культивация сама по себе делает их исключительными существами в этом мире, великий мастер Цзень Инь опроверг доводы Скарлетфлейма. Надеюсь, что все так, как и сказали.
Хотя Скарлетт Флейм все еще был взволнован, ему ничего не оставалось, кроме как согласиться. Помимо фиолетовой духовной феи и учеников ее секты, из тех 18 от моих трупов сбежало еще 2. Это было совершенно неожиданно, проговорил великий мастер Цзень-инь, поглаживая короткую тонкую бородку. Верно. Фиолетовая духовная фея дух использовала свое магическое сокровище, чтобы спасти их. Однако то, что 2 другим удалось сбежать, это слишком невероятно. Издалека я видел, что те 2 выпустили огромное количество человекоподобных механических кукол. Хотя их наступательные и оборонительные способности были довольно слабыми, но тот, кто мог контролировать более сотни сразу, на самом деле очень необычен. Эксцентричный Скарлетт Флейм также был удивлен и утвердительно кивнул головой. Пусть идут. Не нужно беспокоиться о каких-то мелких сошках. Если бы я не был ограничен количеством магической силы, которую я мог использовать, я бы уничтожил их другим способом. Тем не менее, самая важная цель была выполнена, ученик-предатель был схвачен. Я верну его и узнаю, где он взял разрушенную карту небесной пустоты, безразлично проговорил великий мастер Цзень-инь, как будто ему было все равно, что Хань Ли и Кривая Душа бежали. Услышав это, эксцентричный Скарлетт Флейм оставил этот вопрос, попрощался с ним и вернулся в свое черное облако. После того, как эксцентричный Скарлетт Флейм исчез за горизонтом, великий мастер Цзень-инь слегка улыбнулся. Он медленно вытянул руку и разжал кулак, внутри которого был белый шар с паутиной размером в несколько дюймов. Глядя на пауков, у Цзень-иня было заинтересованное выражение лица. Кровавый паук. Я действительно не думал, что увижу их снова. Кажется, небеса не оставили меня. У меня еще есть шанс. После того, как великий мастер Цзень-инь пробормотал это про себя, он разразился таким смехом, что казалось, будто небо столкнулось с землей. Старейшина Чжао и другие в шоке побледнели от этого. Великий мастер Цзень-инь резко остановил свой истеричный смех и громко закричал: «Вперед!». Мы возвращаемся на остров, затем он схватил мужчину средних лет и исчез. Хань Ли, естественно, не знал, что происходило в 50 километрах. Он оставался под землей в течение целого месяца, прежде чем осмелился вылезти наружу. После того, как он внимательно осмотрел окрестности, убедившись, что никого не было поблизости, он безмолвно вернулся в город звездного неба вместе с Кривой Душой. Это путешествие глубоко потрясло его, он чуть было не лишился своей жизни. Но то, что больше всего его огорчало, что за такую великую опасность он ничего не получил взамен. Он уже догадался, что небесный светящийся бамбук попал в руки великого мастера Цзень-иня. Так что ему ничего не оставалось, кроме как вернуться в город звездного неба с пустыми руками. В городе звездного неба было все так же оживленно, как и раньше. Хотя стражники Дворца звезд с почтением называли его Страшим, Хань Ли все равно имел на лице унылое выражение. Но когда он вернулся в свою резиденцию на 39 уровне, он был ошеломлен. Талисман передачи звука плавал за пределами его ограничительного заклинания. Лицо Хань Ли потемнело, а брови невольно нахмурились. Затем он достал талисмана мастера и несколько неохотно выстрелил из медальона зеленым светом. Талисман передачи звука покрылся зеленым светом и выстрелил в сторону Хань Ли полоской огненного света. Затем Хань Ли выстрелил из пальца полоской белого света, который коснулся талисмана, заставив его загореться и высвободить красивый женский голос. Сначала он был удивлен, но потом разозлился. Это был голос леди Фан. Как она посмела вообще оставлять ему сообщение после того, что он пережил? Хань Ли не смог подавить ярость. Внезапно его рука вспыхнула красным светом и создала огненный шар в форме кулака, намереваясь сжечь талисман. Однако следующие слова, которые она произнесла, потрясли сердце Хань Ли, и он остановился. Через мгновение голос леди Фан затих. Хань Ли потушил огненный шар в руке и схватился за подбородок, погрузившись в глубокие мысли. Честно говоря, Хань Ли был немного удивлен, что все 3 женщин-культиваторов смогли сбежать. Однако в настоящее время это мало его интересовало. Она попросила его встретиться с ними в какой-то гостинице и заговорила о небесном светящемся бамбуке, упомянув, будто они смогли его заполучить. Услышав это, Хань Ли сильно разволновался и не мог контролировать свои эмоции. Но в конце концов, Хань Ли решил пойти посмотреть. Он не собирался соглашаться ввязываться с ними в его какое-нибудь мутное дело, а просто собирался купить бамбук. Он был уверен, что другие люди не считали этот бамбук чем-то полезным из-за его возраста, однако для Хань Ли он был просто находкой. В конце концов, редкие древесные элементные материалы обычно использовались в качестве основного материала для усовершенствования магических сокровищ, помимо некоторых своеобразных магических сокровищ.
Избавившись от примесей в бамбуке, этого материала бы не хватило даже для того, чтобы усовершенствовать маленький кинжал, поскольку у леди Фан стебель бамбука был длиной всего в несколько дюймов. С этой мыслью Хань Ли направился к гостинице в взволнованном состоянии. Час спустя Хань Ли прибыл в гостиницу Великого Флориша и вошел в комнату на 3-м этаже вместе с Кривой Душой. Гостиница была очень странной, поскольку первые 2 этажа предназначались для смертных, а 3-й этаж — для культиваторов. Хан Ли неторопливо направился к этой комнате. Однако дверь в комнату была покрыта слоем слабого белого света. Было ясно, что формация была установлена как метод обнаружения. При виде этого Хань Ли совершенно не был удивлен. Казалось, женщины были очень поражены недавними событиями. Хань Ли слегка покачал головой и провел рукой по формации, в результате чего по ней пошла рябь. Из комнаты не доносилось ни звука, но спустя мгновение Хань Ли почувствовал, как волна духовного чутья быстро пронеслась вокруг него и Кривой Души, прежде чем вернуться в комнату. Затем, по вспышке белого света, ограничительное заклинание исчезло. Из комнаты раздался холодный голос фиолетовой духовной феи: «Поскольку 2 старших прибыло, проходите». «Мы вас уже заждались», — Хань Ли тихо открыл дверь и медленно вошел вместе с Кривой Душой. Обстановка в комнате была довольно простой, кроме стола из красного дерева и нескольких стульчиков, из ротанга не было ничего. Однако Хань Ли был потрясен, когда увидел в комнате, где должны были быть эксперты секты изысканного звука, совершенно незнакомую женщину. Женщина была одета в желтую одежду, а ее лицо было невероятно бледным с яркими и ясными глазами. Она повернулась и взглянула на Хань Ли с легкой улыбкой. Через мгновение Хань Ли пришел в себя от неожиданности и спросил: «Вы и есть госпожа фиолетовая духовная фея?» Хотя он никогда прежде не видел, как на самом деле выглядит фиолетовая духовная фея, он слышал, что она была невероятно красивой. Хань Ли смущенно моргнул и подумал: неужели это она? Хотя эта молодая женщина в желтом была очень красивой, она определенно не соответствовала своей великой репутации. Может быть, это была не ее настоящая внешность. Старший, кажется, потрясен. Это потому, что моя настоящая внешность разочаровала вас. Извините, что разочаровал вас, но это действительно моя настоящая внешность. Женщина в желтом увидела шок на лице Хань Ли и безразлично заговорила с легкой улыбкой. Настоящая внешность. Хань Ли внимательно взглянул на лицо молодой женщины, а затем безмолвно покачал головой. Хотя он не видел ничего плохого в ее внешности, не видя ни техники иллюзий или других заклинаний, он все еще не верил, что это была настоящая внешность фиолетовой духовной феи. В конце концов, в этом мире было много странных сокровищ. Так что не было ничего удивительного в том, что одно из них могло менять внешность хозяина. Глава 410. Старейшина. Фиолетовая духовная фея увидела недоверие Хань Ли, но не стала обращаться к нему. Вместо этого она повернулась к Кривой Душе и сладко улыбнулась, сказав: «Итак, Кривая Душа, внешнее воплощение старшего Хань Ли». Хань Ли, услышав это, какое-то время продолжал молча смотреть на женщину, а затем холодно спросил: «Как вы об этом узнали, Хех?» «Здесь нечему удивляться. У нашей секты тоже есть метод создания клона. Однако затраты на его создание слишком велики, а вероятность успеха ничтожно мала. Поэтому мало кто из нашей секты использует этот метод. Однако клон старшего весьма своеобразен. Обычно клон обладает гораздо меньшим уровнем культивации, но ваш клон на ранней стадии формирования ядра. Это невероятно». Фиолетовая духовная фея сладко улыбнулась ему. «С тех пор, как вы поняли это, нет больше смысла его скрывать. Однако где 2 других членов вашей секты?» Признался Хань Ли и задал интересовавший его вопрос. «Старший, пожалуйста, присаживайтесь». 2 мои старшие боевые сестры отправились в рыночный город, чтобы купить несколько предметов, а также долговременное проживание в городе звездного неба. Молодая женщина изящно пригласила Хань Ли присесть и дала объяснение нежным тоном. Присев, Хань Ли нахмурился и с сомнением спросил: «А разве вы 3 не собираетесь вернуться в секту изысканного звука?» «Вернуться в секту изысканного звука? Мы не посмеем. Поскольку остров Цзень-Инь стал нашим врагом, и 2 великих старейшины нашей секты предали нас, то мы попадем в руки этого дьявола, если вернемся. Другие враги также могут воспользоваться возможностью, чтобы уничтожить нас. Именно поэтому мы решили на время осесть в городе звездного неба», ответила она с горькой улыбкой на лице. «Понятно», кивнул в ответ Хань Ли. Поскольку у Хань Ли не было особых отношений с ними, он старался не выказывать к ним особый интерес. Фиолетовая духовная фея, похоже, совсем не волновалась о реакции Хань Ли и вместо него налила ему чашку чая.
Затем она сказала: когда мы сбежали от погони усовершенствованных трупов, мы заметили, что старший также смог скрыться от них. Затем я узнала от старшей боевой сестры Фэн, что вы помогали нам ради небесного сверкающего бамбука. Именно поэтому я попросила ее отправить вам талисман передачи звука, чтобы пригласить на нашу беседу. Хань Ли решил перейти прямо к делу и спросил: в талисмане звуковой передачи говорилось, что бамбук у вас. Это правда? Разве этот предмет не был захвачен островом Цзень-Инь? Прямой вопрос Хань Ли ошеломил фиолетовую духовную фею на какое-то время, но потом она ответила мягким, спокойным голосом: поскольку вы в курсе произошедшего, я не буду ходить вокруг да около. Изначально наша секта приобрела не один стебель этого редкого бамбука, а два. Один был украден, а другой остался с нами. Если старший хочет, я готова отдать вам его. Хотя Хань Ли обрадовался, выражение его лица ничуть не изменилось. Вместо этого он пристально взглянул на женщину и спросил: отдать? Почему фиолетовая духовная фея говорит такие бесполезные слова? Поскольку вы использовали этот предмет, чтобы заманить меня сюда, естественно, должны быть некоторые условия. Ближе к делу, пожалуйста. Фиолетовая духовная фея была несколько ошеломлена, и ее улыбка постепенно исчезла. Немного поморщившись, она искренне сказала: честно говоря, бамбук в настоящее время является бесполезным предметом для нашей секты. Совсем недавно вы искренне сражались за нас, так что мы хотим отдать вам его просто так. Однако, в нашей секте произошли большие изменения, и мы не в состоянии поддерживать секту столь же большую, как секта изысканного звука. Поэтому в дополнение к этому бамбуку мы будем давать вам 300 духовных камней каждый, если вы займете должность приглашенного старейшины в нашей секте. Надеемся, вы не откажетесь приглашенного старейшины. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось. Он никак не ожидал, что они сделают ему такое предложение. В дополнение к вышесказанному, если для вашей техники культивации требуется напарник, наша секта с радостью предоставит вам женщину-культиватора, чтобы стать наложницей старшего, спокойно добавила фиолетовая духовная фея. Эти условия никак не заинтересовали Хань Ли. Из-за духовных лекарственных таблеток он не смог использовать помощь небольшого количества духовной силы, которую могла бы обеспечить парная культивация. Однако, небесный сверкающий бамбук — совсем другое дело. Скорее всего, этот бамбук ему бы уже никогда больше не встретился в любом другом месте. Немного подумав, Хань Ли ответил: эти условия мне не подходят. Я уже давно привык работать в одиночку, так что я не хочу связывать себя сектой. Вам следует предложить мне другие условия, в противном случае я могу предложить вам продать мне бамбук на 30% выше его рыночной стоимости. Старший, верно, шутит. Какая рыночная цена у материала высшего ранга, как у 3 божественных деревьев? Это не имеет смысла. Но для культиватора с техникой культивации древесных атрибутов это, скорее всего, бесценное сокровище. Отказ Хань Ли не удивил женщину, но она все же отвергла предложение Хань Ли о продаже бамбука. Хань Ли нахмурился. Казалось, эта женщина знала, что он действительно желал этого предмета, и она не хотела отпускать его. Он чувствовал себя заложником в руках этой женщины, однако он бы никогда не подчинился воле секты изысканного звука из-за стебля небесного сверкающего бамбука. В это время Хань Ли уже думал о том, чтобы отказаться от бамбука и поискать другие материалы, чтобы усовершенствовать свое магическое сокровище, но молодая женщина внезапно предложила компромисс. Поскольку старший не хочет быть приглашенным старейшиной, то как насчет того, чтобы вы стали названным старейшиной секты? Вы можете наслаждаться положением старшего, и нет необходимости принимать приказы мастера секты. По крайней мере, наша секта сможет использовать вашу репутацию культиватора стадии формирования ядра, чтобы защиты себя. Что вы скажете на это, названный старейшина секты? Откровенные слова молодой женщины удивили Хань Ли. Он озадаченно спросил: если секта изысканного звука столкнется с великим врагом, мне не придется действовать, и если наша секта столкнется с какими-либо проблемами, требующими помощи старшего, это остается на усмотрение старшего. В любом случае, мы будем вам благодарны. Без колебаний ответила женщина, как будто она уже раньше продумывала такой вариант. Опустив голову на мгновение, он поднял голову и медленно сказал: госпожа фиолетовая духовная фея. Если я не ошибаюсь, вы только хотите использовать мое имя, чтобы поднять статус секты изысканного звука, чтобы обезопасить себя. После того, как вы распространите эту новость, она останется эффективной до тех пор, пока не будет доказано, что это неправда. Старший Хань говорит правду. Когда придет время, мы упомянем позицию старшего в качестве культиватора формирования ядра. Это сможет противодействовать разрушительным последствиям предательства старейшины Мэн и Чжао. Молодая женщина слабо улыбнулась и рассказала о своих будущих планах. Тогда я согласен на ваши условия.
Однако не ждите, что я буду представлять себя другим культиватором в качестве старейшины вашей секты. Не рассчитывайте на то, что я буду вам подыгрывать. Это ваша задача — убедить других, что я стал старейшиной вашей секты». Немного подумав, Ханьли в конце концов согласился, поскольку он очень желал получить небесный сверкающий бамбук и чувствовал, что это не принесет ему никаких проблем. «Хорошо, до тех пор, пока старший не будет отрицать, что он старейшина нашей секты, я и мои старшие боевые сестры будут хорошо относиться к вам», — радостно проговорила молодая женщина. Когда они достигли соглашения, фиолетовая духовная фея не стала больше тянуть время и достала странную коробку, положив ее на стол. Коробка была довольно странной, поскольку она была изготовлена из ни дерева, ни металла, ни из нефрита. Поверхность коробки была полупрозрачной, а также была окружена слабым слоем лазурного тумана. Заметив озадаченное выражение на лице Ханьли, женщина объяснила, эта коробка была усовершенствована элементом, известным как нефритовая паста. Хотя слово «нефрит» содержится в его названии, она фактически сделана не из камня и не из какого-то из 5 элементов. Эта коробка не боится испарения духовной ци из небесного сверкающего бамбука. Ханьли кивнул головой. Поскольку он раньше не слышал о нефритовой пасте, этот предмет явно был редким и чрезвычайно ценным материалом. Затем фиолетовая духовная фея расширила тонкий, изящный палец, и со вспышкой света на нем появился шарик зеленого цвета, размером с соевый боб. Затем она слегка коснулась коробки. После того, как зеленый свет вошел в контакт с лазурным туманом, в нем появилась тонкая расщелина, в результате чего туман внезапно исчез, а коробка медленно открылась. Ханьли взволнованно посмотрел на коробку.